Уважаемые коллеги, добрый день. Рад вас всех приветствовать в преддверии Дня строителя и поздравить с наступающим праздником всех работников и ветеранов нашего строительного комплекса. Это важнейшая отрасль, по праву считается одним из локомотивов российской экономики. Всем известно, если в городе, поселке или в селе идет активное строительство, значит, здесь есть перспективы развития. И эти планы претворяются в жизнь. Сегодня у нас на связи ряд регионов, где построены новые современные объекты в сфере образования, транспорта, культуры и отдыха. Все они нужны и востребованы жителями. В строительном секторе у нас заняты миллионы людей, чей созидательный труд пользуется безусловным уважением. Благодаря опыту, высокой квалификации и преданности своему делу вы реализуете масштабные инфраструктурные проекты. Возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты. Прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги. Благоустраиваете общественные пространства. Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели – повышения уровня и качества жизни людей. Так, в общей сложности с 2019 года введено порядка 630 миллионов квадратных метров жилья. В результате свыше 25 миллионов семей смогли улучшить свои жилищные условия. Хорошие темпы набраны в дорожном строительстве. По итогам прошлого года к нормативному состоянию приведено более 55% региональных дорог. Доля дорог крупнейших агломераций, отвечающих нормативным требованиям, составила 85%. Построено сотни мостов и путепроводов, которые обеспечили более удобное и безопасное дорожное движение. Особо отмечу самоотверженную работу строителей по восстановлению наших исторических территорий Донбасса и Новороссии. Несмотря на сложную обстановку, здесь строится и ремонтируется жилье, производственные мощности, транспортная и коммунальная инфраструктура. Важно и то, что в строительной отрасли все шире внедряются современные технологии и материалы, передовые управленческие решения. Это особенно актуально с учетом планов, намеченных в национальном проекте инфраструктуры для жизни. Рассчитываю, что все поставленные в нем задачи наш строительный комплекс выполнит на отлично. Благодарю коллективы строительных компаний, подрядных организаций за ответственное, неравнодушное и добросовестное отношение к делу. И еще раз поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю дальнейших успехов и всего самого доброго. Давайте начнем работать. Прошу Марата Шахизяновича Хуснуллина более подробно рассказать, как продвигается исполнение нацпроекта. А затем перейдем к общению с коллегами в регионах. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» связывает приоритеты пространственного развития, строительную отрасль и ЖКХ в создании всех видов инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни наших граждан. В рамках нацпроекта мы продолжаем реализовывать мероприятия, направленные на повышение качества среды для жизни. По итогам полугодия все показатели выполнены, несмотря на то, что проект только в этом году запущен. Владимир Владимирович, благодаря вашей постоянной поддержке, штабной работе правительства с губернаторами и командами, строительная отрасль в последние годы показывает стабильный рост. За 6 лет мы выросли по объему работ на 33%, а по итогам первого полугодия, несмотря на все сложности, мы выросли еще на 4,3%. Для достижения национальной цели потребуется значительно обновить жилье, модернизировать инженерную инфраструктуру, построить и отремонтировать улично-дорожную сеть, обновить общественный транспорт, реконструировать, построить, отремонтировать большое количество социальных объектов и объектов благоустройства. Результатом этой работы должно стать повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% уже к 2030 году. В рамках национального проекта мы утвердили перечень из 2160 опорных населенных пунктов, включая как крупные агломерации, так и небольшие сельские поселения. Каждый глава региона сам определил основные точки развития, и мы с ними совместно утвердили эти списки.
Жилье остается центральным элементом, вокруг которого формируются планы по комплексному обновлению населенных пунктов. Планируем построить 663 миллиона квадратных метров жилья до 30 года, что позволит повысить обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека. Для строительства такого объема жилья вместе с главами регионов активно работаем над увеличением градостроительного потенциала, что позволило непрерывно наращивать его последние 5 лет. Это площадки, на которых можно построить около 500 миллионов квадратных метров жилья и иной недвижимости. За полугодие видим рост градпотенциала по сравнению с прошлым годом. Эту работу и дальше будем усиливать. И хочу сказать, что на 1 августа, Валерьевич, у нас введено почти 60 миллионов квадратных метров жилья. Это дает нам уверенно сказать, что в этом году мы построим жилья больше 100 миллионов квадратных метров, что сопоставимо с показателями прошлого года. Также видим прирост в строительстве нежилой недвижимости, что особо радует. Мы на 11% выросли по сравнению с прошлым годом, причем мы видим, что добавилось за счет модернизации промышленности большой объем дополнительно промышленных площадок, добавилась коммерческая недвижимость, добавилась офисная недвижимость, то есть этот тренд тоже продолжается. Регионами активно используется механизм комплексного развития территорий, который становится все более востребованным для обновления городской среды, жилья и инфраструктуры с привлечением средств инвесторов. Сегодня запланировано более 1600 проектов КРТ на 39 тысяч гектар. Это позволит построить 277 миллионов квадратных метров недвижимости. Для 37 регионов с низким уровнем социально-экономического развития в рамках нацпроекта предусмотрена федеральная поддержка реализации мер КРТ. Уже есть успешные примеры реализации КРТ в регионах. Например, в Кемеровской области 500 с лишним гектаров, центральная часть города с благоустройством, с выходом на набережную, значит, построена и запущена в работу. Хорошие примеры в Пермском крае, Нижегородской, Архангельской области, но фактически во всех наших регионах этот процесс, он набрал объемы. То есть очень серьезно обновляются существующие территории, это стройка, это гарантированная работа, это совершенно другая качественная среда. Строительная отрасль отличается своей инерционностью, поэтому хочу отметить, что такие показатели достигаются нами сейчас во многом благодаря тем системным заделам, которые мы делали с вами в предыдущие годы. В текущих экономических условиях наблюдаем определенное замедление в сфере жилищного строительства, но мы постоянно эту ситуацию совместно с регионами мониторим, контролируем каждого застройщика. Наша главная задача, чтобы были достроены все дома, чтобы люди получили свое жилье. Ситуация находится под контролем. Мы прорабатываем комплекс мер поддержки, которые обсуждали у вас на Госсовете. Ряд основных этих мер уже принято решение, ряд находится в работе. Основным способом улучшения жилищных условий, конечно же, остается ипотека. А главным инвестором жилищного строительства это наши граждане, которые ежегодно инвестируют порядка 16 триллионов рублей в развитие жилищного строительства. Спасибо вам за вашу поддержку льготных ипотечных программ. Сегодня они максимально востребованы. Это и поддержка семей с детьми, дальневосточная ипотека, сельская ипотека, ипотека в Соединенных регионах. Сейчас это основная мера защиты инвестиций наших граждан и поддержки строительной отрасли. С их помощью только в этом году уже 300 тысяч человек улучшили свои жилищные условия. В рамках нового национального проекта продолжаем создавать комфортную городскую среду. Сегодня мы открываем набережную в Комсомольске-на-Амуре. Это яркий пример обновления городского пространства, новое место притяжения жителей города и туристов. Но, Владимир Владимирович, у нас 109 набережных построены, находятся в работе. Вы в свое время эту тему поддержали, было ваше поручение. И вот сейчас этот процесс запущенный. Везде, где есть водоемы, везде строятся прекрасные набережные. Кроме вот сегодняшней, которую мы сейчас увидим, у нас отличная набережная в Саратове, Волгограде, Перми, Мытищах, еще в целом ряде населенных пунктов. К 30 году мы планируем обновить не менее 30 тысяч общественных пространств. В августе подводим итоги очередного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который реализуется с 2018 года. Очень востребованный конкурс, все регионы очень активно этим занимаются. Уровень проектов
поднялся просто на высочайший уровень. Лучшие архитекторы, ландшафтные дизайнеры занимаются этим проектом. И самое главное, что население в вопросах благоустройства принимает огромное участие. Вот когда мы проводили конкурс, у нас 17 миллионов человек приняло участие только в голосовании. У нас продолжается хорошая работа по дорожному строительству. С начала года построено, реконструировано более 3000 километров дорог. Это на 38% больше, чем в прошлом году. Мы уложили 52 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Хочу поблагодарить губернаторов, Минтранс, Росавтодор. Активно в штабном режиме занимаемся, по дорожному строительству. В дорожном хозяйстве темпов пока не снижаем, а наоборот даже добавляем. В этом году завершили строительство трассы от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и Челябинска, которую мы с вами открывали. Ко Дню Победы в рамках капитального ремонта расширили Новорижское шоссе от города Волоколамска Московской области до Ржевского мемориала советскому солдату, который открыли движение. Кроме этого, еще на 7 участках, в различных регионах, и плюс восстановили целый ряд мостов, и вот буквально недавно открыли мост в Макеевке. Активно ведется работа в Соединенных регионах. Я уже неоднократно говорил, что это одна из самых больших сейчас строек. Дружно работами федеральные заказчики, региональные, 82 региона шефа. И вот, например, буквально недавно я вам докладывал, по итогам последней поездки, мы составили план дорожной деятельности на 6 лет вперед с указанием каждой дороги и даже улиц в опорных пунктах. Сегодня эта работа системно выстроена, жители четко знают, где, когда будет что построено к 30 году. С 82 региона, 41 федеральный ведомство, 26 госкомпаний занимается этой работой. Воссоединенные регионы активно интегрируются, успешно реализуют программу социально-экономического развития. И, например, у нас Луганская Народная Республика по освоению, кассовому исполнению расходов по капитальному строительству заняла 29 место из 89 регионов Российской Федерации. То есть жизнь они прямо встали, как говорится, на рельсы. С 2025 года, в соответствии с вашим поручением, реализуем проект модернизации коммунальной инфраструктуры. Задача обеспечить улучшение качества коммунальных услуг для 20 миллионов человек. И к 30 году построить, реконструировать более 2000 объектов питьевого водоснабжения. Мы практически завершаем формирование программы, большой программы на 4,5 триллиона рублей в сфере ЖКХ. Это огромный объем работ для строителей, но это самое главное – надежность коммунального обеспечения, повышение качества услуг. И вот на этой неделе, например, мы, продолжая механизм инфраструктурных кредитов, который вы поддержали буквально несколько лет назад, которые очень сегодня востребованы, мы на этой неделе на штабе одобрили ряд регионов, например, Санкт-Петербург, планирует строительство новой нитки главного канализационного коллектора в северной части города. В Свердловской области одобрены проекты по строительству очистных сооружений, что позволит обеспечить качественными услугами водоотведения более 50 тысяч жителей. В Чувашии, по итогам вашей поездки было поручение, мы тоже восстанавливаем водопроводную станцию. Но еще огромное количество проектов у нас запустили, и за август месяц мы буквально их все утвердим. Несмотря на все сложности, благодаря вашей поддержке этот механизм продлен до 30 года. Уверен, что в следующие годы инструмент покажет свою эффективность и позволит сделать жизнь населения страны более комфортной. В рамках нацпроекта правительство продолжает системную работу по сокращению сроков инвестиционно-строительного цикла. С 2019 года инвестцикл сокращен более чем на 40%, до 1250 дней. Сейчас задача, чтобы несложные объекты от идеи до сдачи строились не более 1000 дней. Продолжаем большую законодательную работу с Государственной Думой и Советом Федерации. Важнейшим элементом данной работы является внедрение цифровых инструментов в строительную отрасль. Созданы условия формирования и ведения информационной модели капитального строительства на всех этапах жизненного цикла. Полностью перешли на российские программные продукты. Внедряем технологии искусственного интеллекта для градостроительного планирования, контроля работ на объекте строительства, обустройства новых квартир и управления умными домами. Видим в технологиях искусственного интеллекта основной фактор для повышения производительности труда в будущем.
будем системно заниматься данным направлением. Уважаемый Владимир Владимирович, ежедневно вводятся десятки объектов. Недавно с вашим участием вводили объекты в воссоединенных регионах, дорожные объекты. И вот сегодня, в преддверии Дня строителя, продолжаем эту добрую традицию. В каждом этом объекте видна системная работа губернаторов, их команд и, конечно же, самих строителей. Хочу сказать огромное спасибо, Владимир Владимирович, вам за ваше постоянное внимание и поддержку, и те решения, благодаря которым даже в непростые времена нам удается двигаться вперед. И вас хочу поздравить вот с Днем строителя. Спасибо коллегам из правительства во главе с председателем правительства за постоянное внимание к отрасли, администрации президента, Минстрою как штабу нашей отрасли, координатору, Минтрансу. Огромный объем идет транспортного строительства, Минфину, губернаторам, региональным командам. Хочу поздравить всех строителей с праздником и поблагодарить их за самоотверженную работу. У нас ведь, знаете, каждый житель страны, он немного строитель. Кто-то делал ремонт дома, в квартире, на даче. Поэтому каждый может чувствовать сопричастность к этому празднику. Благодаря этой работе, что у нас выстроены, уверен, что все поставленные вами задачи будут выполнены. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович. Спасибо. Доклад закончен. Спасибо большое. Давайте начнем с Дальнего Востока. Комсомольск-на-Амуре, глава города Дмитрий Александрович Сбултаев. Пожалуйста, Дмитрий Александрович. Уважаемый Владимир Владимирович, от лица всех жителей города Комсомольска-на-Амуре выражаю вам благодарность за такое огромное внимание к городу Комсомольску-на-Амуре. Владимир Владимирович, новая набережная города Комсомольска-на-Амуре – это стало очередное подтверждение вашего пристального внимания и помощи городу Комсомольску-на-Амуре. Это не первый объект, который строится благодаря вашим решениям в городе Комсомольске-на-Амуре. У нас отреконструирован драматический театр, построена инженерная школа и современные спортивные комплексы, детский технопарк Ивристика. Строятся дороги, благоустраиваются территории и, конечно же, новая набережная Амура. Все это благодаря вашей поддержке. Жители города и гости города оценили эту работу. И, уважаемый Владимир Владимирович, благодаря вашей поддержке город Комсомольск-на-Амуре развивается и становится удобным для жителей города и его гостей. Уважаемый Владимир Владимирович, выражаю вам от всех жителей города благодарность за такую поддержку и внимание к городу Комсомольску-на-Амуре. Дмитрий Александрович, у вас замечательный город, в известной степени оплот нашего машиностроения, такого сложного и нужного для нас, в том числе и особенно сегодня. Ну и, конечно, город должен развиваться. То, что вот этот проект завершен, это очень здорово. Для людей это праздник, я считаю, создает определенную атмосферу. И хотел бы дать слово губернатору Дмитрию Викторовичу для комментариев. Пожалуйста, Дмитрий Викторович. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Мы действительно сегодня прошли по городу Комсомольску по обновленной набережной протяженностью почти 3 километра. Люди счастливы, и это самое важное и самое главное. Я хотел бы сказать, что набережная строилась комсомольским способом, в том числе, и подрядчикам помогали все комсомольчане. Это и волонтеры, и представители Народного фронта, Молодая гвардия и наше движение первых. Простые жители Комсомольска. Настолько велики были ожидания, они полностью оправдались и качественно изменили состояние здесь, на набережной. Ну и кроме этого, прилегающая территория, безусловно, развилась, и огромная благодарность от комсомольчан. Этим не останавливается развитие города Комсомольска-на-Амуре. Это действительно наш крупнейший промышленный центр на Дальнем Востоке. И сегодня мы открыли детский сад на 350 мест. А месяц назад, как сказал глава города, открыли замечательный инновационный центр «Ивристика» со своими телескопами, инженерными школами. И сегодня уже там учатся будущие инженеры и исследователи. И, конечно, меняется не только город юности Комсомольск. В Хабаровске мы открыли
туберкулезный диспансер. А в Николаевске через неделю открываем новую городскую больницу. Многое делается и на других территориях. Очень активно работают ТОСы. И, безусловно, уважаемый Владимир Владимирович, это видит наше население, видит качественное изменение жизни людей. И великолепные новые объекты мы начинаем. Я хочу тоже привести в пример Дальневосточный художественный музей на берегу Амура в Хабаровске, который мы начали, и благодаря строителям, и, безусловно, его завершим в обозримое для нашего населения время. Хабаровский край вошел в амбициозную программу расселения аварийного жилья. Мы взяли на себя обязательства по расселению 84 тысяч, и уже к следующему году переселим большую половину из обозначенной мной количества квадратных метров. И, конечно, нам в Хабаровском крае есть чем гордиться. И во многом это благодаря строителям, тем людям, которые в сложных условиях, климатических сложных условиях, со сложной логистикой продолжают изменять мир вокруг себя к лучшему. Я хочу сказать, что развитие Хабаровского края продолжается, и именно благодаря тем людям, которые выполняют свою компетенцию в части строительства. Спасибо. Мы все хабаровчане присоединяемся к словам благодарности и поздравляем с Днем Строителя. С уважением. Спасибо. Дмитрий Викторович, я так понимаю, что как раз рядом с вами и находится строитель, да? Вы руководитель проектного офиса. Наш Демьян Николаевич. подрядчик. Да, Демьян Николаевич, есть что добавить? Пожалуйста. Ну, в первую очередь, уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за те механизмы поддержки, которые разрабатывает правительство. Они строителям очень необходимы. Да, что касается самого объекта, на сегодняшний день это визитная карточка города Комсомольска-на-Амуре. Вот. Самое главное, что жителям очень нравится, и получаем положительные отклики и слова благодарности. Вам успехов. Спасибо вам большое. Давайте перейдем в Пермь. Юлия Анатольевна, пожалуйста, Пермский зоопарк. Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Пермский зоопарк – один из старейших зоопарков нашей могучей великой страны. 1 августа он отметил свое 92-летие, и новый зоопарк стал прекрасным подарком к нашему дню рождения. Мы активно участвуем в программах по сохранению редких и исчезающих видов животных, таких как белый медведь, снежный барс. В прошлом году, в год семьи, в нашем зоопарке родилось потомство от спасенной барсихи Аксу. 2 самца, кунгур и юнгур, а также белая медведица Мила принесла нам парму, имя которой выбирал весь Пермский край и жители города. Благодаря совместной слаженной работе зоопарков, Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Пермского края, также Управление Росприроднадзора, в Пермский край, в наш зоопарк были доставлены 2 львенка, изъятые участника, которые незаконно их содержали, а также привезена спасенная гималайская медведица. Мы от души благодарим наших строителей, которые построили нам огромный современный зоопарк. Желаем всем здоровья, поздравляем всех с Днем Строителя. И ввиду того, что наш зоопарк, и как и все прочие зоопарки страны, ведет научную, просветительскую деятельность, экологическое образование для наших детей проводит активно, участвует в патриотическом воспитании, хотелось бы попросить включить наши зоопарки в Пушкинскую карту. Это был бы неоценимый вклад в наше общее дело. Хорошая идея, Юлия Анатольевна. А вот вы сказали, что прекрасный зоопарк. А чего прекрасного? Что вот вы особенно хотели бы отметить из того, что появилось? Ну, во-первых, у нас увеличилась территория с 1,5 гектар до 25,5 гектар. Также у нас, пожалуй, в одном из первых зоопарков страны не используется гипохлорид натрия и песчано-гравийные фильтры при очистке бассейнов для животных. Раньше это использовали, животные слепли, у них выпадала шерсть. Мы об этом позаботились, своевременно внесли изменения в проект. И очень сейчас этим счастливы, благодаря нашим строителям, нашему губернатору, совместным нашим усилиям. Также у нас огромная кормокухня.
ветеринарная клиника, отдельно стоящий санитарно-карантинный блок, виварий, в котором содержатся отдельные виды кормовых животных. Все это обеспечивает принцип работы правила 3К. Первое К – это комфорт сотрудников, К – комфорт животных и К – комфорт посетителей. Мы надеемся, что мы будем развивать наш зоопарк, и всем будет приятно в нем проводить время. И приглашаем вас посетить наш прекрасный город, наш красивейший Пермский край и наш новый зоопарк. Спасибо большое. Спасибо, Юлия Анатольевна. Я так понял, что это строители РЖД, да, проводили эту работу, РЖД «Строй». Юрий Сергеевич. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Да, АО «РЖД Строй» принимала участие в строительстве зоопарка города Перми. Ну, за прошедшее время нам есть чем гордиться. На самом деле это получился, не побоюсь этого слова, уникальный зоопарк с применением всего того, что сказала Юлия Анатольевна в зоопарке. Мы гордимся своей проделанной работой. Хочу сказать спасибо и Министерству культуры Пермского края, и дирекции зоопарка. Это совместная работа, проведенная за все это время. Да. Сколько человек у вас работало на площадке? В пиковое время до 800 человек, Владимир Владимирович. Здорово. Здорово. Спасибо большое. Поздравляю с окончанием работы. Юлия Анатольевна, обязательно по поводу Пушкинской карты мы подумаем, попрошу правительство решить этот вопрос. Конечно, я понимаю. Благодарю, Владимир Владимирович. Спасибо вам. Дмитрий Николаевич, добавите что-то? Да, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, ну, уже было сказано, что Пермский зоопарк – это 25 гектар, мы входим в пятерку по этому показателю среди подобных объектов нашей страны. И, наверное, примечательно то, что вот все, что было создано для обитания животных, а это порядка 3000 особей, это среда обитания максимально приближенная к естественной. Вот за моей спиной вольер, где обитают бурые медведи. Вот они сейчас на экранах. Символ Пермского края, как известно. Изображение медведя размещено на гербе региона. И, конечно, им сейчас комфортно, и, в общем-то, они радуют посетителей. Ну и, конечно же, хочу сказать, что такие национальные проекты, как национальный проект «Инфраструктура для жизни», они очень важны для регионов. Несколько цифр. Только за прошлый год в рамках реализации проектов по благоустройству Пермский край благоустроил 214 общественных и дворовых пространств, были построены, капитально отремонтированы 40 автомобильных дорог, 15 мостовых переходов и путепроводов. И в этом году мы не снижаем темпы. И я хотел бы сказать, что зоопарк также то, что будет раскрывать туристический потенциал региона. И я убежден, что когда завтра распахнутся двери, с самого утра здесь будет очень много посетителей. Особенно мы ждем наших многодетных семей и, конечно же, детишек, юных любителей природы. В целом хочу поблагодарить вас, правительство Российской Федерации, Марата Шакирзяновича, за то, что вы позволяете реализовывать подобные проекты. Ну и, естественно, присоединяюсь ко всем поздравлениям и хочу пожелать строителям как можно реализовывать таких вот замечательных проектов, как Пермский зоопарк. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, что так и будет, как вы сказали. Даже не сомневаюсь. Первые посетители дадут соответствующие оценки. Спасибо. Перебираемся в Брянскую область. Юрий Владимирович, Дорстрой 32. Путепровод, да, через железнодорожные пути. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Сегодня у нас строители очень радостное событие. Мы открываем в Унечье путепровод для движения. Наша компания за последние несколько лет построила уже 3 моста. 3 моста. Значит, от лица всех строителей Брянской области хочу вас поблагодарить за то, что наш труд строителей достойно оценен в нашей стране, в России. Благодаря вам, вашей поддержке нашей отрасли, мы вносим достойный вклад в развитие Брянщины и нашей великой страны. От себя хочу заверить, что поставленные перед нами задачи будут выполнены в срок и с хорошим качеством. Спасибо.
Да, спасибо вам. Александр Васильевич, есть какие-то комментарии губернатора? Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Сегодня для нашего приграничного региона важное событие. Мы открываем мостовое сооружение в городе Унечи. Город Унечи у нас входит опорные населенные пункты национального проекта «Инфраструктура для жизни». И данное мостовое сооружение, оно и построено в рамках этого проекта. Построено за счет федерального и областного бюджета в пропорции 60 федеральный, 40 наш. Связывает две части города Унечи, дает выход на федеральную трассу в Республику Беларусь, связывает муниципальные районы Брянской области и дает такой хороший импульс для развития экономики данного муниципального района и прилегающих муниципальных районов. Те задачи, которые мы выполняли до этого в рамках федерального проекта «Инфраструктура», и в рамках федерального проекта «Качественные и безопасные дороги» в Брянской области, оно реализуется. И ту работу, которую мы проводили совместно с правительством Российской Федерации, Министерством строительства, Министерством транспорта, Министерством финансов, и те показатели, которые были для нас определены к 2025 году, они сегодня реализованы. То есть по нашим региональным дорогам у нас показатель был 57%, чтобы привести в нормативное состояние дорог. На сегодня это 59,66%. По Брянской городской агломерации 85%, на сегодня это 85,08%. За последнее время в Брянском регионе построено, капитально отремонтировано почти 6 тысяч километров дорог. Построено 10 мостовых масштабных сооружений. В этом году мы еще ведем в строй 3 мостовых сооружения. Одно из них мы сегодня вводим здесь, в городе Унечи. Уважаемый Владимир Владимирович, я сегодня хочу сказать от всех жителей нашей Брянской области, города Унечи. У нас здесь прошел сильнейший ливень 2 часа. Но видите, вот люди не уходят, люди стоят, люди радостны тем, что они получили такой объект. А не только такой объект, но еще здесь у нас и построенное спортивное сооружение. Сейчас дается бассейн с фоком. Это мы делаем на территории всей Брянской области, благодаря вот именно той вашей поддержке жителям нашего приграничного региона. Ну и спасибо за дополнительные финансовые ресурсы, которые выделены нашему региону для капитального ремонта дорог в наших муниципальных приграничных районах. И, уважаемый Владимир Владимирович, разрешите открыть движение. Сейчас, секундочку. Юрий Владимирович, я так понимаю, что за вашей спиной как раз стоят ваши работники, да? Те, кто создавал этот путепровод. У меня вопрос. Как, по их мнению, были организованы работы и каковы были условия, которые были созданы для людей, которые работают на объектах? Попросите, пожалуйста, кого-нибудь из них подойти. Могут 2 слова сказать на это? Давайте, кто там дальше? Представьте, Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Лысенко Артур Викторович, арматурщик, компания «Дурстрой-32». Условия были оказаны блестящие, шикарные, очень все устраивает. В общем-то, очень доволен работой и где на высшем уровне. Где же? Я местный. Не, Ну и... домой возвращаюсь. Да, я дома, но и все условия для вахтовиков тут отлично. Доставка к месту работы, возвращение. Да, все тут все Питание. отработано на высшем уровне. Питание, все оплачивается, выделяются средства. Понял. Ладно. Хорошо. Спасибо большое вам и всем, кто работал на этом объекте. Самые наилучшие пожелания, слова благодарности. Спасибо большое. Спасибо. Александр Васильевич, у вас был вопрос по поводу разрешения начать движение. Конечно, разрешаю. Поехали.
Отлично. Поздравляю вас. Удачи. Так, перебираемся в Челябинскую область. Пожалуйста, Любовь Николаевна, заведующая детским садом. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Разрешите поблагодарить вас с открытием нового детского сада. Здание просторное, рассчитано на 6 групп. Нам все очень нравится. Удобные, комфортные, уютные помещения детского сада. 6 групп оснащены современным оборудованием. Предусмотрена охрана, видеонаблюдение, что немаловажно. Особое внимание хочется уделить тому, что детский сад адаптирован для того, чтобы принять детей с ограниченными возможностями здоровья. Уютно благоустроены площадки детского сада для комфортной игры и пребывания детей в детском саду на свежем воздухе. Нам все очень нравится. Разрешите от всего сердца поблагодарить вас от всей души, правительство Челябинской области, что открываются и ведутся такие проекты. Мы очень рады открытию нового детского сада, и спасибо вам большое. Поздравляю вас. И хотел бы передать слово Алексею Леонидовичу. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за поддержку, постоянное внимание к нашему региону. Спасибо за то, что сегодня разделяете с нами радость открытия нового детского сада в Копейске. Копейск включен у нас в очень опорных пунктов Челябинской области. Как и во всем регионе, здесь реализуются проекты комплексного развития территории. Всего у нас в работе в регионе около 100 таких проектов. В Копейске 9 активно включились в реализацию проекта «Инфраструктура для жизни», жилье, дороги, социальные объекты. В этом году будет введено около 2 миллионов квадратных метров жилья в Челябинской области. Это столько же мы ввели в прошлом году. Около 500 километров дорог будет отремонтировано и введено новых 52 новых социальных объекта будет введено в году, более 100 отремонтировано. Это и школы, и больницы, и поликлиники, и детские сады, объекты спорта, культуры. Это помогает нам решать и демографические вопросы. В этом году мы вводим сады, включая этот 6 новых школ, много проектов реализуем, за что спасибо нашим строителям. Ну и, конечно, Владимир Ильич, я хотел бы еще раз поблагодарить вас, правительство, за возможность реализации этих проектов. Будем дальше развивать наш регион, нашу страну. Поздравляю всех строителей с наступающим профессиональным праздником и желаю новых успехов. Строитель – это созидатель. Вот, желаю, чтобы и дальше на благо нашей Родины созидались и возникали новые проекты и новые объекты. Спасибо. Алексей Леонидович, мы с вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области. Они впечатляют. Это хорошие планы. Надо просто идти вот, целенаправленно от решения одной задачи к другой. И действительно тогда и люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране. Вам успехов, поздравляю вас. Перебираемся в Дагестан. Спасибо. Пожалуйста, Абдулкерим Магомедович, прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, год празднования всей страной Года Защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне для наших детей открываются двери новой школы. Благодаря вам, Владимир Владимирович, и всем неравнодушным людям, которых беспокоит будущее наших детей, будущее нашей большой и малой Родины, мы получили новую школу. Мы еще не приступили к занятиям, но уже с нетерпением ждем начала нового учебного года. От лица коллектива и жителей поселка мы хотели выразить слова благодарности и признательности за возможность получать знания в таком замечательном учреждении. От имени всех своих коллег могу заверить, мы сделаем все
чтобы новый учебный год в нашей школе прошел плодотворно и успешно. Еще раз хочу вам сказать большое спасибо, Владимир Владимирович, за такое прекрасное праздничное событие. Очень, очень хорошо, что вы своевременно вводите этот объект как раз в преддверии 1 сентября, начала учебного года. Фахрудин Далгатович, добавите что-то? Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень благодарны вам за то, что уделяете такое внимание в нашу республику. Благодаря вам у нас строятся школы, садики, дороги. Мы очень благодарны вам. Хорошо. Это, я так понимаю, то, что мы видим за вашей спиной, это зал школьный, да? Что это? Актовый зал. Актовый зал. Угу. Ну, красиво. Просто так, достойно очень. Вам спасибо большое. Сергей Алимович, прошу, добавите. Добрый вечер, Владимир Владимирович, добрый вечер, уважаемые коллеги. Действительно, строительная активность, которая охватила Дагестан в последние годы, представляет собой грандиозную работу по преобразованию региона. И позвольте и мне, Владимир Владимирович, выразить благодарность вам, Марашу Хирзяновичу, Ирику Инверовичу, всем людям, которые на сегодняшний день, понимая проблемы Дагестана, помогают нам эти проблемы решить и преодолеть. Масштабы строительства действительно впечатляют. Возводятся не только новые социальные объекты, но и водоводы, современные очистные сооружения, масштабная модернизация инженерной инфраструктуры. В этом году, Владимир Владимирович, мы в полном объеме приступили к освоению 3 глобальных для Дагестана транспортных историй. Это обходы городов Хасавюрт, Махачкала, Дербент, которые по большому счету будут служить повышением возможностей инфраструктуры транспортно-логистического коридора Север-Юг. Что касается места, где мы присутствуем, действительно за спиной у нас актовый зал. Актовый зал на 300 детишек этого поселка, небольшого сравнительно поселка Шамхал, где могут проводиться мероприятия не только для школьников, но и для других категорий, для других возрастных групп, и это очень важно. Кроме того, в этой школе на сегодняшний день не только оборудованы классы, аудитории, это и центр развития, где закладываются основы знаний, воспитываются будущие врачи, учителя, инженеры, военные, люди, которые будут строить процветающий Дагестан завтрашнего дня и защищать нашу Родину. Для нашей республики создание каждого подобного объекта – это событие огромного значения. Владимир Владимирович, мы к 1 сентября планируем запустить еще 13 объектов образования в Дагестане. И примерно по такому количеству мы уже идем на 3-й и 4-й год. И, безусловно, все это связано с главной задачей, которую вы определили перед нами, это улучшение благосостояния нашего населения. Владимир Владимирович, не могу не сказать, что в эту школу пойдут в том числе и дети тех, кто сегодня защищает Родину. И дети тех, кто отдал свою жизнь в деле защиты нашего Отечества. И уже Абдулкерим сегодня, задолго еще пока, до 1 сентября, обдумывает, как создать музей. Музей боевой славы, музей памяти, потому что сюда, в эту школу, перемещается старая школа, которая находилась в саманных стенах. И, конечно, безусловно, несмотря на такие не очень комфортные, мягко говоря, условия, в которых дети проживали, у этой школы тоже есть своя история, которой мы гордимся. Как и в нашей истории, великой истории нашей страны гордится весь Дагестан. Владимир Ильич, спасибо вам огромное. Я хочу еще раз поздравить всех с наступающим Днем Строителя, поблагодарить всех за то, что делается для Дагестана, для жителей Дагестана и для всей нашей страны. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Уважаемые коллеги, наше сегодняшнее мероприятие, как я уже сказал, и мы сейчас все об этом говорим, проводится в преддверии Дня Строителя. И практически каждый выступающий говорил о планах, о дальнейших планах развития своих регионов. И это отличительная черта сегодняшнего дня для всей Российской Федерации. Практически по всей территории у нас развернута огромная стройка. Инфраструктурная, жилая, расселение аварийного жилья, производственная. Работа идет очень активно. И, конечно, уже тоже было сказано об этом,
Строители – это созидатели. Они те люди, которые создают что-то новое, смотрят вперед, улучшают жизнь каждого конкретного человека, который пользуется тем или иным объектом, да, и, значит, и страны в целом. Еще раз поздравляю всех строителей с наступающим праздником. Благодарю вас за работу и желаю новых успехов. Спасибо большое.